Немецкий журнал Bild тут хорошо озадачил что украинскую, что российскую публику. Согласно их источникам, Франция и Германия поставили Зеленскому ультиматум. Если до осени ВСУ не выполнят все свои задачи, если не освободят все территории, которые освободить планируют, то их будут прям-таки принуждать к переговорам с Путиным. Сюжет этот мы видим не в первый раз. Примерно с полгода назад все обсуждали, как Соединенные Штаты принуждают Киев, если не к переговорам, то хотя бы к тому, чтобы он продемонстрировал к ним готовность. Такую тему очень удобно обсуждать, делать из нее кричащие заголовки. Но если посмотреть на нее внимательно, выходит абсолютная нелепица. Ведь как это должно выглядеть? Президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц выходят к своим парламентам, правительствам, избирателям и говорят: «Простите, граждане, Украина не сдала победу к дедлайну. И в связи с этим мы лишаем ее высокого звания силы добра в этой войне. Забываем все потраченные деньги и прочие ресурсы, списываем потери, на которые пришлось пойти. Теперь наша задача состоит в том, чтобы заставить Украину договориться с Путиным, с тем человеком, который развязал фронтальную войну в центре Европы и заставил нас принять миллионы беженцев, потратить десятки миллиардов долларов, полностью перестроить газотранспортную систему. С человеком, который через слово грозит прервать наше существование ядерной бомбой». В какой политической реальности это возможно? В какой реальности можно развернуть свою политику на 180 градусов и начать работать против собственных же усилий? В какой реальности можно повернуться против жертвы и встать на сторону агрессора? Наконец, в какой реальности можно торпедировать, пожалуй, самого популярного национального лидера современности? Если вы задумаетесь об этой угрозе, то очень быстро убедитесь, что она заведомо нереализуема. Зато дословно соответствует чаяниям кремлевских старцев. Ведь чем дальше, тем больше они будут нуждаться в любых переговорах, результат которых в предвыборный год можно будет как-то продать избирателям. Но никакого формата принуждения Украины к переговорам не существует. Украина ведет праведную освободительную войну. Ее действия морально оправданы, помощь ей поддерживается обществом. А разворот политики на месте – это то, что могут себе позволить диктатуры с раздавленной свободой слова и отлаженным аппаратом пропаганды, но никак не демократические государства, где приходится нести ответственность за свои слова и поступки. Это все так, и в общем-то обсуждать тут больше нечего. Но давайте с вами даже представим, что всех этих аргументов не существует. Что мы обсуждаем не Украину, в победу которой союзники вложили кучу ресурсов, на победу которой уже явно поставили, а некий абстрактный договор с Путиным, под которым лидеры Европы и США должны подписаться, то есть гарантировать его выполнение своей репутацией. Для этого нужно сделать шаг назад и посмотреть, как складывались отношения западных лидеров с политическими режимами, возникшими по итогам краха СССР и соцблока. Понятно, какая концепция процветала в самом начале. Процветал Фукуяма с его концом истории. Социалистический лагерь несвободы рухнул. Демократия и рыночная экономика победили. Все ждали, что отныне мир, быстрее или медленней, но будет двигаться по пути либеральной демократии. Ведь именно эта модель наглядно показала свою эффективность. В нулевых годах стало ясно, что после падения соцлагеря его бывшие участники идут по пути демократии не так быстро, как хотелось бы. А многие и просто пошли в другую сторону. Тогда родилась концепция рациональных автократий. Дескать, нынешние автократы – это не старые диктаторы, которые ходили в военной форме, без конца воевали и расстреливали мирные демонстрации, которые заставляли свою страну маршировать и учить свою славную биографию наизусть, называли города и ставили прижизненные памятники в свою честь. Нынешний автократ не таков. Он ходит в сером костюме и занят развитием экономики. Его публичные выступления неотличимы от выступлений демократического лидера. Он говорит о правах человека и социальных гарантиях, о развитии медицины и образования, о росте уровня жизни. Он не призывает взять винтовку и пойти умирать за родину, не призывает искать врагов внутри и снаружи. Новый автократ старательно имитирует демократические процедуры, всегда стремится выглядеть прилично. Да, он несет всякий бред в духе «НАТО угрожает нашим границам», но бред этот рассчитан на внутреннюю аудиторию. А когда доходит до дела, автократ организует в собственном Ульяновске базу НАТО для снабжения группировки в Афганистане. Короче говоря, новый автократ – это человек, с которым можно работать и договариваться. Он может говорить глупости, но глупостей не делает.
А если и делает, то всегда остановится в шаге от нанесения реального ущерба экономике собственной страны. И особенно такого ущерба, который ощутимо ударит по достатку и привилегиям его элит. Власть автократа держится не на страхе, а на выгоде для его окружения и международных партнеров. Он никогда не пойдет на риск, который сделает его проблемой внутри и снаружи. Такова была иллюзия и таков был взгляд на мир. Но Владимир Путин смог ее разрушить, эту иллюзию. Он всем доказал, неважно, как ты выглядишь и что говоришь, неважно, какими языками владеешь, неважно, как ты пришел к власти, отрубив голову предшественнику или приняв трон по наследству. За десятилетия неограниченного правления кто угодно слетит с катушек. С Путиным в его нынешнем состоянии бесполезно вести переговоры и нельзя договариваться. Не в том смысле нельзя, что это неправильно, неэтично или идет вразрез с какими-то принципами. Но в том смысле нельзя, что это не принесет результата. Путин будет использовать переговоры для чего угодно. Чтобы выиграть время, чтобы наколоть оппонентов, чтобы показать своим гражданам и элитам, что к нему все еще серьезно относятся. Но только не для того, чтобы договориться. Любой лидер, который поставит свою репутацию на путинские обещания, репутацию эту проиграет. Не существует человека, который хочет оказаться на месте Эммануэля Макрона. Политика, который получил от Путина заверение сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины буквально за 2 недели до полномасштабного вторжения. Представьте себе произошедшее. Президент 7-й по совокупному ВВП страны в мире, один из лидеров Евросоюза, глава ядерной державы, соглашается сидеть за столом размером с небольшое государство. Там терпеливо выслушивает все, что говорит ему Путин, и привозит домой гарантии мира. А через несколько дней становится очевидно, что ему врали в глаза. Совершенно очевидно, что никаких двухсторонних переговоров между Путиным и Зеленским быть не может. Что любое склонение или принуждение Украины к переговорам, даже если в теории его и вообразить, будет предполагать посредничество ключевых западных союзников. Такое посредничество по определению предполагает гарантии. Предполагает, что основные союзники Украины подпишутся под обязательствами сторон, подпишутся под словами Путина. Но вы, наверное, сами слышите, как нелепо это сейчас звучит. До чего эти слова из какого-то другого времени. Насколько абсурдна сама идея о том, что кто-то может подписаться своим именем под словами Путина. Под словами человека, который всю свою политику строит только на вранье. Который ведет себя как перекуп на авторынке, пытающийся выдать 3 тонны шпатлевки на колесах за машину. Как ты будешь выглядеть, когда он переживет выборы, поднакопит силы и вновь ломанется унимать свои комплексы танковыми колоннами на Киев? Причем не если, а когда. Что скажут твои избиратели, когда придется иметь дело не с тем Путиным, который искренне верит, что Украина рухнет от одного чиха, а с тем, который адекватно оценивает масштаб задачи и хорошо подготовился? Сколько тогда потребуется оружия и техники? С какой горечью вы тогда будете вспоминать тот момент, когда вы были в шаге от победы, но все потеряли, потому что поверили лжецу? Вранье и манипуляции – весьма эффективные инструменты, но только на коротких дистанциях. Вокзальная забегаловка может кормить клиентов тухлятиной, ведь эти клиенты сейчас сядут в вагон и уедут на другой конец страны. А новые клиенты появляются каждый день. Городской ресторан такой роскоши не может себе позволить. Он вынужден работать на постоянных клиентов. Вся история Владимира Путина – это вранье и манипуляции. Все, кто ему верил, заключал с ним договоры, рассчитывал на его рациональность, в конечном счете были выставлены дураками. Все, кто думал, такой-то фигни он точно не сделает, оказались посрамлены. Из мелкого вранья Путин всегда извлекал сиюминутную выгоду. Ему в этом смысле было просто. Настоящий президент очень значимой страны – это вам не хрен собачий. С его словами приходится считаться по определению. Но всему на свете есть предел, особенно предел в столь однозначном выборе. Мы либо перестаем помогать стране-жертве, которая явно побеждает, поверив стране-агрессору, лидер которой не говорит ни слова правды, либо просто продолжаем помогать жертве до тех пор, пока агрессор не согласится на любые условия. Европейские лидеры однажды уже позволили втянуть себя в Минские соглашения. Они гарантировали своим именем условия капитуляции Украины, заморозку на ее территории военизированных анклавов.
зафиксировали статус-кво, выгодный только Путину. Но даже этот статус-кво Путин разрушил. Он не позволил сохранить лицо участникам переговоров, которые считали, что уж на таком-то компромиссе, на европейских гарантиях утраты Украины части суверенитета, на фактической легитимации ДНР и ЛНР он остановится. Ангела Меркель, один из самых успешных канцлеров Германии с момента объединения страны, сегодня выглядит как человек, который, если не поощрял, то уж точно потакал путинской агрессии. Равно как и ее французский коллега Франсуа Олланд. Поверить Путину сейчас – это не просто большой, это почти гарантированный шанс запомниться не политиком, который поднял пособие, обуздал инфляцию, обеспечил экономический рост, снизил преступность. Это почти гарантированный шанс запомниться политиком, который поверил Путину. Поверил человеку, которому заведомо нельзя верить. Поверил военному преступнику. Это шанс запомниться политиком, который не просто не противостоял откровенному злу, но даже ему потворствовал. Кремлевская пропаганда упивается такого рода новостями, смакует гипотетическую возможность, что западные союзники Украины начнут принуждать ее к миру. Но и пропаганда, и сам Путин, похоже, критически недооценивают, насколько проигрышна ситуация, в которую Путин сам загнал страну и себя. На фронтах все плохо. Тех людей, что есть, скоро перебьют, а Украина пойдет в наступление с новым оружием и техникой. Ведь все то, что было обещано в начале года, начнет поступать в войска как раз в марте-апреле. Новую мобилизацию ему объявлять тяжело, предвыборный год на дворе. Все знают, что у Путина все плохо. Дефицит техники, что могли уже сожгли. Дефицит боеприпасов, который не просто тихо существует, но уже становится публичным, превращаясь в прямое противостояние Министерства обороны с ЧВК Вагнером. Дефицит людей. Никто больше не заблуждается относительно боеспособности российской армии. Союзников нет. Иран что мог, то отдал. Лукашенко чем мог, тем помог. Китай улыбается и машет. Даже казавшиеся бесконечными зэки уже подходят к концу. Кого смогли, выгребли. Украина, с другой стороны, только усиливается. Путин ничего не добился, напав на мирную страну. Теперь эта страна вооружена до зубов и будет вооружаться еще больше. Украинское контрнаступление неизбежно, и все понимают, что оно будет совсем не таким, как путинское. Оно будет настоящим. Вранье исчерпало свой ресурс. Война явно проиграна. Какой может быть мотив для любого серьезного западного лидера к тому, чтобы принуждать Украину к переговорам? К тому, чтобы ставить на эти переговоры свою репутацию? Да никакого. Западные союзники убедились, что выбрали правильную сторону. Они на стороне победителя. Они хотят победы. О чем надо сказать вполне прямо, недвусмысленно, публично, а не во всяких мутных утечках, и говорят. Не верьте чепухе. До завтра.